Итак, подходит к концу турнир Major All Stars в Малайзии. Сейчас будут играться гранд-финалы, и по сути это интервью будет уже доступно на канале, когда все закончится. Расскажи, пожалуйста, свои впечатления об этом турнире. Я знаю то, что в первый день было все не очень хорошо, ты очень сильно горел, но, к счастью, все-таки все пофиксилось. В общем, что ты хотел сказать, твои мнения? Ну, вообще по турниру хочется сказать, что, во-первых, радует, что наконец-то в Азии нашелся организатор, который вообще нашел деньги на призовые, на квалификации и так далее. То есть мы откомментировали там квалификации кучу и так далее. Команды хорошие поприезжали. Действительно подошли серьезно, собственно, к организации. То есть отель, привезли команды, хорошие авиалинии им побрали, хороший отель, действительно хороший поселили, там был какой-то культурный план, тренировочные комнаты им выделили. Ну, то есть более-менее все было хорошо и все было продумано. Видно было, что ребята старались, видно было, что ребята работали над этим, пытались набираться опыта от других турниров. Ну вот с технической точки зрения, конечно, пошел полный попандос. И первый день была беда, да и не только в первый день была беда. Первый день все, я думаю, знают, что настроили они здесь систему, которую взяли просто из местного компьютерного клуба, то есть они просто, грубо говоря, всю систему привезли и поставили, но когда это все начало работать, ну, начался полный бред, и я не буду уже говорить там про игроков там и так далее, потому что я это не знаю, я скажу про себя, то, что ну, несмотря на то, что организация тут имеется, они не смогли, опять-таки, найти много денег для того, чтобы привести там всех комментаторов. Они привезли только двух ребят из БТС, и у них был бюджет только на одного человека, грубо говоря, еще. То есть они заплатили за одного человека, мы сами заплатили за второго как сокомментатора и так далее, за оператора со своих денег. И как бы мы хотели приехать здесь сделать контент, но мы приехали здесь, мы из обещанного нам не увидели ни звукового пульта, ни нормальных наушников, то есть нормальных именно гарнитур, ни трех компов, ни переключателей, ни свечей, ну то есть абсолютно ничего. И, ну, понятное дело, что первый день мы были просто в нереальном шоке от происходящего, потому что, ну, работать просто невозможно. В итоге мы работаем на склепанном на коленке сетапе, который мы сами настраиваем, и который настолько глупо работает, что каждый раз, когда перезагружается комп, с компа удаляется вообще все. То есть и эксплиты, и настройки, и доты, и, ну, все. С каждый раз, когда перезагружается комп, надо все перенастраивать, начиная со звуком. У нас самые дефолтные наушники спонсорские, которые продаются в магазине, других гарнитур нам найти не могут. Мы, понятное дело, сами себя не можем здесь найти, ну, потому что, ну, что мы тут найдем, где мы тут найдем. То есть, ну, в итоге я прошу прощения за качество стрима, потому что качество стрима плохое, интернет лагает, и у нас и в БТС ведут дропы, раз в 10 секунд стрим пролагивает, звук ужасный. Ну, блин, как есть, так есть. Опять-таки, у них первый блин комом, и сейчас у них проблемы, меняют они расписание, и компы горят, и розетки горят. Ну, бывает. Я желаю им удачи в будущем и прошу сильно не гореть в интернете на них, потому что всегда бывает первый раз. Я помню первые сезоны Старладера, зашквары были такие, что до сих пор печет вот там где-то чуть снизу. Так что, слава богу, что турнир заканчивается. Я надеюсь, он закончится хорошо, и все будет нормально, и это будет не последний турнир. Вот так вот. Кстати, про не последний турнир. Здесь очень было много слухов о том, что и многие фаны, особенно из Малайзии, переживали, что если все-таки зафейлят второй день, третий день, то, по сути, это крест на всей киберспорте в Юго-Восточной Азии, потому что просто никто не приедет. Ну, вообще, да, я согласен. Если бы вот на второй день, если бы не приехали ребята из Минески, из организации, которые клепают много турниров в Филиппинах, это очень популярно, как бы. Ну, если бы вчера все не пошло, а вчера все пошло, в принципе, по маслу, в плане хотя бы в плане расписания, да, в плане трансляции, опять-таки, все было плохо, ну, хотя бы с командами как-то там начали работать, то да, если бы вчера и сегодня все не получилось, было бы плохо. Но в любом случае у команд все равно, понятное дело, отношение к турниру довольно плохое. И следующий турнир где-то здесь в Азии будет довольно тяжело проводить. То есть будет довольно тяжело командам объяснить происшедшее, потому что, ну, что ты объяснишь? Ну, ползали тараканы, да, было. Ну, не работал инет, да, пришлось играть на i3 процах. Ну, было плохо, поэтому в следующий раз организация, которая этим займется, надо будет очень основательно подойти к условиям и, грубо говоря, заранее даже дать знать, где, на чем будет играться, где будут жить, какие будут тренировочные комнаты, потому что, ну, если честно, условия здесь, стадиону, я читал в интернете, там около 50 лет, оно действительно видно, что стадиону около 50 лет, это плохо. Ну, я надеюсь, еще будут турниры, но это будет очень сложно организовать. Я бы не взялся за это, скажу так.
Хорошо, вот такой вопрос сразу вытекает из этого. Очевидно, что к этому турниру есть претензии со стороны игроков, их можно понять, они привыкли к каким-то стандартам, но, допустим, есть такая вторая крайность, когда некоторые игроки или команды, они вот прям совсем-совсем завышены у них какие-то требования, возможно, у меня такое впечатление сложилось, может быть, у комьюнити, вот что ты скажешь? Не, зажрались. Это я с тобой полностью согласен. То есть очень много игроков, очень много команд наглым образом зажрались. И это абсолютно для всех. Да и я сам немного зажрался, да. То есть я уже на второй день понял, что я начинаю ныть. Я требую, чтобы у меня был там 10-мегабитный интернет, шикарные какие-то гарнитуры, которые я понимаю, что физически в Малайзии купить даже невозможно, потому что там, ну, какая-то АТМ-ка, какой-то свитчер и компы i7, такие, как у нас в арене стоят, которые, ну, собрать, в принципе, я думаю, не все могут даже. То есть командам тоже отдельное. Ну, видишь, разбаловали их, разбаловала комьюнити, разбаловала Valve вот этими своими интернешналами. И вот, ну, каждый турнир после интернешнала это уже не то. То есть, если отель еще можно придумать, то вот сделать, чтобы идеально за тебя таскали девайсы без дилеев, чтобы ты все играл и... Но это невозможно, да, и вот игроки просто начинают всем этим тыкать в лицо, что вот тут мне не нравится, что у меня там не 110, а 70 FPS, тут мне не нравится, что мне не принесли той еды, которую я захотел, тут мне не нравится еще что-то, тут слишком тепло, тут слишком холодно, ну, блин, ну, иди в конфи, продавай чайники, там и нормально, и с 9 до 5 кормят хорошо в обед. То есть у меня такое отношение, что не надо никогда наглеть. Если, ну, какая есть организация, такая есть. Есть хороший призовой фонд, $100 000, это огромный призовой фонд. 2 года назад про это мы бы пообщались, не было бы никаких претензий. Есть хорошая погода, есть куча фанов. Это для команд, это в первую очередь, вот эта Малайзия, для Нави, для Empire, особенно для Непов, это такая бешеная возможность с точки зрения социального. Но это надо пользоваться, потому что каждый приезд сюда, это просто расширение своей фан-базы на огромное количество тысяч людей. И ныть что-то там, а что вы ноете? У вас огромные зарплаты, вы катаетесь по миру. Ну да, надо немного потерпеть, да, надо немного поиграть на плохих компах. Ну, такое, надо терпеть, не все international. Так что тут такое дело. Ну, вообще об этом можно долго говорить, но у меня такой вопрос возникает. Как ты думаешь, по твоему личному мнению, можно назвать, может, каких-то игроков или команды, которые все-таки ведут себя, ну, действительно профессионально в данных реалиях? Я знаю, что никогда, абсолютно никогда не бывает претензий от IG. Вот из тех команд, которые здесь. То есть никогда IG не ставят претензии, они приходят сюда, они весь первый день просидели, они не ставили претензий, что что-то не работает, что плохое расписание, что еще что-то, они нигде не ныли, они нигде не ванили, то есть они приехали конкретно играть на турнире. Есть технические проблемы, это киберспорт, ну и что? Ну, это то же самое, что начнут, не знаю, футболисты ныть, что 3 дня дождь идет, да? О, да, дождь идет, не можешь в футбол сыграть. Ну, блин, технические проблемы, все, IG не ноют. Ну, есть команды, которые ноют. Это некрасиво. Вот мне понравились Непы, которые, казалось бы, все классно, первый день все хорошо и так далее, и так далее. Но тут они заходят в комнатку, увидели тараканы, как маленькие девочки повыбегали с криками «Мы здесь играть не будем». Да ну раздави ты его ногой, сядь да играй. Что они устроили скандал на полчаса, их переносили в другую комнату, потому что там был таракан. Я понимаю, они шведы, но ё-моё, ну это же, ну... Это Азия, в конце концов. Это Азия, они едят это. Это нормально. Да. То есть, ну, не надо вот это начинать. Ну, по поводу наших команд, да, наши команды тоже обнаглевшие, даже, ну, и тут еще такая фишка, что почему-то игроки, которые посетили много турниров, тот же Дэнди, например, тот же Silent, они не ноют. А вот товарищи, которые меньше опыта имеют, Которые не намного видели, меньше. что это вообще было и как оно все происходило Да. изначально. Да. Эти товарищи приезжают, и они начинают тут вот это фыркать и носом крутить, что то не то и то не то. Ну, аматорка Старладера вас всегда ждет, ребята. Там все топ, дома в трусах сидишь, все круто. Поэтому, уважаемые игроки, ну не нойте, как есть, так есть. Для вас стараются, но не все получается. Хорошо, куда вообще движется Дота в плане турнирной Доты, там турниры? Вот ты сказал то, что там разбаловала комьюнити, там множество турниров, все хотят там каких-то денег заработать, или там вот мой турнир, там, я хочу, чтобы вы меня все играли, там 35 отборов, квалификации в квалификациях. Что вообще нас ждет в следующем году? Не знаю, вот как ты видишь это все?
вымирание Dota 2 в следующем году будет с такими темпами. Dota 2 скатится туда, куда скатился StarCraft, то есть в одну серию турниров, которую будет проводить сами Valve. Если дальше вот этот цирк будет продолжаться, который сейчас продолжается, то Dota 2 придет гаплык. Dota 2 уже отстает от CS просто на километры, от Лола, от Хардстоуна, и скоро Ходс наступит на пятки. То, что сейчас происходит, то, что Valve выпустили на самотек, нет, так не работает. Это уже всем понятно, кроме Valve. Они дали шикарную возможность лигам развиваться. Первых 1,5 года это было действительно интересно, потому что за дело брались организации, которые проводили турниры до этого много раз. Это там, ну, тот же StarLadder, ESL, DreamHack и так далее, и так далее, и так далее. И турниры были, то есть турниры, по сути, мейджоры, да, то есть, а вот сейчас все скатилось просто-напросто в элементарную косметику. То есть абсолютно любой человек, кто захочет, может себе анонсировать свой турнир, собрать каких-то там денег, найти какого-то воркшопера, которому отдадут 92% там, от этого билета, с шикарной шмоткой, получат какой-то Immortal статус, проведут онлайн-турнир, сидя, комментируя где-то там дома у себя с веб-камерами и заработать 200-230 тысяч долларов. Ты только что За дал сезон. сейчас просто бизнес-идею всем. Да, я дал бизнес-идею всем, Dota Pit, Dota Cinema, пожалуйста. Эти обе организации так и сделали. Все. Они зарабатывают не очень много, потому что, напомню еще раз, они отдают огромное количество денег воркшоперам. Воркшоперы зарабатывают очень много. Но они зарабатывают все равно огромное количество денег, которые точно такое же количество денег зарабатывает, например, StarLadder. Ну, хотя в прошлом сезоне в этом меньше, потому что, ну, сеты не самые крутые и нету супер там имморталок. Такие же деньги зарабатывает Summit, но Summit тратит на проведение лан-финалов около 100 тысяч, StarLadder на проведение лан-финалов тратит около 90 тысяч, с арендами, с перелетами, с переездами и так далее, и так далее, и так далее. Ну и в итоге это все уходит или в ноль, или в минус. И у Summit, и у StarLadder, и у ESL. И просто если дальше Valve будут делать так, как они делают сейчас, то есть предлагать шмотки всем, кому не попадя, вы уже извините, если я кого обидел, то просто-напросто, ну, лично я знаю уже несколько организаций, которые хотят просто забить на доту и проводить в онлайне. Вот просто массово онлайн шмотки. Ну, хотите шмоток, будут вам шмотки. Но ланов не будет, потому что, ну, это реально бессмысленно. Это бессмысленная трата денег, которые можно не тратить. Поэтому или Valve начнут как-то выделять мейджор турниры, то есть, например, стартовый призовой не меньше 100 тысяч и лан-финал со стадионом не меньше там 3000 населения. Вот только такие команды получают, например, компендиум, только такие турниры получают компендиум и получают бандл. Все турниры, которые не могут этого сделать, все турниры, которым не хватает чего-то, которые проводятся в онлайне или что, они не должны получать бандл или крутые сеты и так далее. Потому что, ну, надо как-то мотивировать организатор турниров и как-то все-таки отделять зерна от плевел. Ну, потому что сейчас, ну, это трэш. То, что происходит, это реально трэш. Но я знаю то, что игроки недавно собирались в Сиэтле, это был какой-то митинг с Valve, и там как раз по слухам обсуждалась именно тема та, что Valve должна как-то аккредитировать турниры, и игроки сами говорили, что они там не будут участвовать в турнирах, там, где не будут соблюдены какие-то требования. Это нормально или все-таки это не панацея? То, что поехали туда игроки, это но то, с какими идеями они поехали, это совершенно другой вопрос. Я приблизительно, опять-таки, знаю, потому что, понятное дело, они все шифруют, какие там были идеи, какие там были требования и так далее. Но они там что-то у Valve просили, что надо какие-то там, что Valve должны ставить какие-то требования к турнирам и так далее. Ну, во-первых, Valve их выслушали и ничего не сделали, это Во-вторых, игроки приехали, они что-то начинают говорить, а у них есть организации, которые говорят, что ты вообще несешь. Если Asus Polar играют на всех турнирах подряд, то и они дальше будут играть на всех турнирах подряд. И не важно, что это за турнир. Dota Pit это там, не знаю, битва за что-то там или за что-то там. И ставь ты эти условия, не ставь ты эти условия. То есть, ну вот прикинь ситуация, вот ставят они условия, минимум 100 тысяч долларов и лан где-то там, анонс за столько там и никаких долгов. И не больше там 6 матчей в онлайне. Вот и что? И, ну, D2CL не подходит под эти правила. И что, Virtus.pro и Na'Vi откажутся от D2CL? Ну, это нонсенс абсолютный. То есть, то, что игроки поехали, они просто попытались создать какую-то фигню, но это не работает. Им надо создавать, если они хотят что-то делать, им надо создавать федерацию свою, ну, то есть просто ассоциацию игроков профессиональных. Но тогда создадут команды, ассоциацию профессиональных команд, турниры создадут, ассоциацию профессиональных турниров. И начнется вот этот вот трэш, где все друг друга будут бить, где все друг другу будут что-то доказывать. Ну, это полная глупость, это полный нонсенс. Если у игроков есть какие-то требования, назначьте себе главного. Там Джеймс Тугут хотел этим заниматься. Пусть он соберет какой-то общий свод правил, пусть они сделают
сделать какие-то требования к турнирам, напишут это Valve это утвердят, отправят турнирам, все будет отлично. Мы только за, я только за, вообще все только за. Это исправит ситуацию. Но ездить вот это ныть в твиттерах, что все хреново, на даке были хреновые стульчики, до $3 миллиона стоя играть ты должен за $3 миллиона. Какие стульчики хреновые, о чем вообще речь? То есть этого не должно быть. И ну вот то, что сейчас происходит, повторюсь еще раз, это трэш. Мы как раз вчера говорили об этом с Каблаком, и была такая идея, в общем-то, это создание какой-то федерации по типу FIFA, наверное. И, допустим, проблема решения таких турниров, это когда едет какой-то люди специально этой организации, которые аккредитируют турнир. Там техник специальный, Да. представитель игрока и так далее. Это, я думаю, могло бы помочь. Проблема, наверное, в том, что нету человека, который бы этим занимался, который бы это сделал. Видишь, вот это клевая идея, но тут сразу стоит вопрос. Это ассоциация команд или игроков? Потому что если это будет... И команды, и игроков, и А турниров. вот тут они никогда в жизни не договорятся. Деньги? А вот потому что деньги. Все, они никогда в жизни не договорятся. Я скажу по своему примеру. В скайпе около полгода назад создали конференцию в скайпе, где были организаторы всех мейджор-ивентов. Ну, именно топовых ивентов. То есть там MLG, ESL, DreamHack, StarLadder и так далее. Начали друг с другом общаться, просто типа, ребят, давайте не ссориться, давайте создадим общий календарь, чтобы мы друг другу не перебивали и так далее. Зачем? Ну, типа, времени хватит на всех, всем же будет выгодно. И будем как-то синхронизировать расписание, ну, потому что эта война ни к чему хорошему не приведет. Все согласились, все так было круто, все так было отлично. Да, давай синхронизировать расписание. Проходит 2 месяца, MLG и ESL на одни даты. Два типа сидят в конфе. И Микстримчик пишет: ребят, а почему у вас анонсы на одни даты? Мы же типа договорились, работать не такие. Ну сори, у нас стадион. Ну сори, у нас тоже стадион, все, идите в жопу. Все, вот это весь договоренность. И то же самое будет с командами, потому что у Envy одни требования, у Silent другие, у Dendy третьи. И они начнут мошнить. Команды там вообще вот это начинается, вот эти снеговские замашки, там контракты, поездки, все. Не, ну контракты, я думаю, это все серьезно. Не, Как, ну как я без... понимаю, что все серьезно, но я имею в виду, что Снег там катает здоровенный блог, где он обвиняет меня в том, что я ему должен бабло, и потом он еще что-то там, вот еще что-то пишет, какой-то блог, еще какой-то пишет блог, и ответственности никакой. Игроки от него уходят, все нормально, ответственности никакой. С турнира команда снимается, ответственности никакой. ВП сняли с турнира дисбан, все. И что дальше? Ответственность должна быть. Ну, тогда Virtus.pro должны быть забанены на год во все ассоциации турниров. Ну, если идти правильно по всем правилам, то никто их сейчас толком не сможет вот эти правила довести до ума. Поэтому единственным правильным выходом будет создание ассоциации игроков, плевать на организации, плевать на турниры. Создание ассоциации игроков, выбор лидера этой организации, это не должен быть игрок, это может быть игрок в прошлом, это может быть какая-то известная личность, вот тот же Тугут и так далее. Нанятие ими же, то есть взнос, каждый игрок, который входит в эту организацию, платит взнос в эту организацию. За эти деньги нанимается офис, за эти деньги нанимается техник, за эти деньги нанимается еще несколько человек, которые делают то, что ты говорил. Есть анонс турнира? Хорошо, ребят, мы едем, смотрим, где у вас лан-финалы, где у вас отель, мы приезжаем, мы общаемся с вами, вот, пожалуйста, вот такие вот у нас требования, приезжаем, смотрим, да, хорошо, да, хорошо, да, хорошо, банковские гарантии о призовом фонде, далее все, наша команда играет, нет, до свидания, ребят. Так это будет работать. Организации этого не допустят никогда, потому что тогда организации, по сути, нафиг не нужны. Но значит, этого никогда не произойдет. И получится что? Правильно, и опять закончить тем же. Трэш. Ну, на эту тему можно долго дискутировать. Но все-таки не могу не спросить, думаешь, это вина Valve или же все-таки нет? Или же Valve могут решить как-то этот вопрос, как, допустим, делает Riot? Но это не вина Valve, это рынок. Ну, то есть, если ты даешь возможность на рынке всем зарабатывать, все будут друг другу грызть горло. Это логично. И, ну, не знаю, как-то там верить в то, что пойдут там два супермаркета друг с другом договорятся, что давай там не демпинговать ценами, но это бессмысленно. Поэтому Valve должны быть регулятором этого рынка. Они этот рынок придумали, они придумали, как этот рынок функционирует, они придумали все фишки этого рынка, но они не хотят это координировать, потому что у них Virtual Reality полгода разрабатывается, потому что им надо выпустить 20 тысяч новых шмоток, чтобы заработать деньги на Virtual Reality, и у них 300 человек работает, они не хотят расширяться, потому что им прикольно, они на Гавайи могут летать. Ну, и да, в этом конкретно вина Valve в том, что сейчас то происходит. Если они не начнут это регулировать, ну, извините, тогда будет продолжаться то, что продолжается. Valve это исправить могут. И Cyberkmet им советовал, и мы им советовали, им надо нанять просто 2 человека. Один человек, который будет общаться с командами, второй, который будет общаться с турнирами. Все. Это все, что им 2 человека, которых будет конкретная работа с комьюнити, а не работа с, ну, непонятно с чем. Но все-таки не могу еще не спросить такую тему поднять. Я знаю то, что ты очень сильно горишь по поводу скайпа, DDoS.
Это сейчас стала, наверное, самая большая проблема за последнее время, не считая там другие всякие вещи. И как ты видишь эту проблему и пути ее решения? Ну, очень-очень-очень серьезная проблема. Для начала проблема как раз таки вот из-за того, из-за чего начался DDoS. Skype сейчас очень уязвимая программа, и через нее очень легко вычисляется IP. Я сам тестил, я сам пробовал, я действительно спокойно вычислял IP людей. Так это ты досишь? Да, вот мне просто нечего делать, я этим и занимаюсь. Я много тестов проводил над своим скайпом. Я свой скайп оставлял включенным на домашнем одном из интернетов. Меня там ддосили 3 недели подряд просто. Я спокойно юзал второй домашний интернет и на студии комментировал без проблем. Проблема в том, что все Dota комьюнити за последних 4 года очень привыкла к скайпу. Раньше это была Мирка, сейчас это скайп. И искоренить это фактически невозможно, потому что это самая простая программа и так далее. Да, на данный момент научились уже ддосить не только через скайп, научились ддосить через все что угодно. И через Steam, и если надо, если реально стоит цель, они заддосят. Но игроки, грубо говоря, начинают, какую-то фигню нести. То есть организаторы должны нас обезопасить от DDoS. Да, должны, но на лан-финале. Но как я тебя обезопашу от DDoS, если ты дома? Они все приехали в Киев на лан-финалы, они отыграли 4 дня, не было даже попытки DDoS. Точнее, попыток было 100, но DDoS или черт пойми кого. Какие-то там Wi-Fi и так далее. У игроков не было ни одной проблемы. Все просто. Мы им поперекрывали нужные порты, поперекрывали скайпы и так далее. То, через что можно найти айпишник. И ни одного DDoS не было. Это делает один человек. У нас в арене это Тёма Дес, который это делает за 3 часа. Все. Каждая профессиональная команда, так же как и каждый турнир, который проводит лан-финал, не онлайн. В онлайне мы ничего не можем вам помочь. Каждая профессиональная команда должна обезопасить своих мемберов. Empire играют в арене сидя, они играют с TeamSpeak. Я это знаю, я это вижу. Hellraisers играют со скайпом. Все это время играли и продолжают играть со скайпом. В какое-то время они решили, что будет круто перейти на TeamSpeak, но они до игры сидят все в скайпе, во время игры они выходят, заходят в TeamSpeak. Смысл? Твой IP же не меняется от этого. Все остальные команды играют со скайпом. Я общаюсь с игроками, они играют в TeamSpeak, все нормально, закончились профессиональные игры, вечером надо пойти поиграть на IDEC. А как они будут общаться на IDEC? По скайпу созвонились, все, IP твое спалено, все, гоплык, тебе надо уже менять IP. И скайп это самая большая проблема. Если мы его искореним полностью, или если игроки как-то там поймут, что можно общаться и в других местах, и так далее, тогда да, тогда первый шаг будет сделан. Потому что DDoS, узнание IP и DDoS через скайп это самый дешевый. Это может школьник сделать, который поставил 14 рарочек. А если ты ему не дашь свой IP через скайп, ему придется подключать ресурсы. То есть платить. И не за $5 купить DDoS, а за 100, за 200 и так далее. А если ты еще поставишь firewall, то это будет 500. А если ты наймешь техника, который просто твоим типам сделает хорошую защиту, то это будет вообще нереально. И организации от этого страдают, их команды теряют кучу нервов, поражений и так далее. Поэтому еще раз прошу у игроков надавить на свой менеджмент и так далее, чтобы вам сделали профессиональную хорошую защиту. Я понимаю, я сам не гений, я сам не могу защититься тоже дома, поэтому мне помогает там CyberKnight, другие и так далее. Вы тоже это должны сделать. Нет смысла обвинять там команду свою, либо команду соперника, либо ДДОсеров. Да, они виноваты, что ты им сделаешь? Вот есть они и все. То есть, поэтому, если все вместе не начнут работать, ничего не получится. Тут все просто. Я бы с удовольствием с тобой еще поговорил, но знаю, что вот сейчас начинается уже матч за гранд-финал, и нужно уже заканчивать, пускать тебя. Давай закончим все-таки на доте. И такая тема пускай будет. Совсем скоро, уже, по-моему, в мае, если не ошибаюсь, будут инвайты и информация о Интернешнале 5. Назови, пожалуйста, те команды, которые, на твой взгляд, заслуживают инвайта на данный момент. И можно без инсайдов, так или иначе, просто твое личное мнение. У меня инсайдов нету, говорю сразу, потому что в отличие от прошлых годов, скажем так, Valve максимально дистанцировались от комментаторов, игроков и так далее. И они, грубо говоря, решения принимают абсолютно сами. Но я на 100% уверен в инвайтах для EG, для Secret, для Vici Gaming, для Invictus Gaming. Это 4 команды, которые имеют 100% инвайт. После результата вот здесь, и учитывая, что до раздачи инвайтов ланов уже не будет, я уверен в инвайте команды Empire. А все 5. остальное я просто не знаю. Вот если бы не этот турнир, опять-таки, я сказал бы, что нужно давать инвайт команде Rave. Я по-прежнему считаю, что нужно давать инвайт команде Rave. Из Азии они заслуживают. Они взяли 6 место на Даке, они выиграли квалификацию на Саммит. И они показывают хорошую игру. Здесь у них, не пошло. Проиграли у Непову, проиграли в лузерах. Бывает.
бывает такое, но все равно считаю, что надо давать рейв. То есть это 6 команд, которые сейчас заслуживают на инвайт. Остальные на инвайт не заслуживают. И кому-то давать сейчас из оставшихся команд очень сложно. То есть Нави явно не дотягивают, Нипы не хватает результатов, то есть там 2 третьих места на ланах это такое. Альянс вообще жутко, Cloud9 поменяли 4 игроков, Asus Polar поменяли 2 игроков, и сейчас у них просто не будет возможности доказать что-либо. В Америке вообще беда, то есть там кроме ЕГЭ толком никого нету. Есть Tinkerau, у которых опять-таки новый состав полностью. В Азии мы видим, что в Азии появились eHome Малайзия, но вот сейчас у всех выигрывают, мало времени осталось до инвайтов, то есть может быть их позовут, может быть нет. В Китае LGD пока слабенькие, eHome China пока очень слабенькие, ну... Очень сложный будет процесс, и я бы, если бы я мог предлагать Valve, я бы предложил, чтобы на этот раз дали действительно 6-7 инвайтов, а побольше слотов дали на квалификации. Звучит достаточно интересно. Спасибо тебе за интервью и, в принципе, удачи прокомментировать гранд-финалы и отдохнуть наконец-то. Вам всем тоже спасибо, что смотрели. Смотрите записи финалов. Ну и в любом случае смотрите там со вторника. Мы возвращаемся в эфир, будем комментировать. Там у нас заканчивается сезон Старладера, заканчивается сезон Саммита. То есть там будут определяться, кто поедет на финалы Старладера, кто поедет на финалы Саммита в Лос-Анджелес. Будет еще много чего интересного. Спасибо, что смотрите. Подписывайтесь там на канал Нави, подписывайтесь на мой твиттер. Все будет хорошо. Пока. Спасибо, пока.